Здравия. Ролик посвящается странным существам, почему-то думающим, что если они сообразили про рынки, то система им сразу насыпет тонны денег. Мне это смешно. Вы чего вообще курите? Где-то же точно есть волшебное место с единорогами и золотыми антилопами, где срочно насыпают всем халяву в нашем мире. Ждать такие вообще не могут. Ведь профит должен случиться за неделю до, а через пару месяцев начинается паника и фиксация минусов. При этом они готовы повиноваться мошенникам на зарплате бирж. Вы их всех уже видели с десятками, то и сотнями тысяч подписчиков. Ну, точнее, баранов на заклане. Моя практика показывает, что без раскрутки туда вообще не пробиться. Нет там никого, кто бы не продал жопу. И зарплаты в сезон у них в районе 10 тысяч долларов в месяц. А от бирж главное вести стадо не туда в нужные моменты. Плюс рекомендовать скамину за откаты. У меня задача иная. Чтобы подписчики отсыпали за то, что провел через цикл и они заработали все деньги мира. Последний года пол сообщаю в роликах про последний шанс для закупки альты и приход альт-сезона. Но ФРС США другого мнения. Собираются на своих собраниях раз 6 недель и уже 4 раза подряд обламывают рост рынков. Трамп с его корешами уже давно накупили акции, крипты и прочего и требуют понижения ставки. Ну, чтоб их миллионы стали еще больше. Но поскольку ФРС частная лавочка, принадлежащая мировому правительству, то им пофигу на хотелки президента или кто там юридически у них. У нас-то Санселики должность замещает только. И да, сейчас критики набегут, но у меня к вам простой вопрос. Кому должно США, если занять не у кого? И это самый большой долг в этой системе упырей. Ящик недавно сказал, что Трамп скоро предложит новую кандидатуру на пост главы ФРГС. А раз текущий вообще никак не идет навстречу хотелкам олигархов, видимо после этого ставку и уронит в днище. Следом произойдет перекредитация предприятий по более низким ставкам и включение печатного станка. Само собой, при высокой ставке экономика засушена, и инфляционные процессы запустятся не сразу, но более дешевые деньги так или иначе попадут в инвестиции, особенно у тех, кто соображает в деньгах и у кого их много. Управляющие рынками этого и ждут, чтобы запустить цикл эйфории и фома, оно же страх упущенной выгоды. Глупые домохозяйки и или так называемые хомяки в этот момент будут гребсти вообще все подряд с рынков. Само собой на хаях. Надо понимать, овцы, они ж как люди, туповастые. Если одна чего делает, то остальные повторяют. Сами залипания покажу далее. Решил меньше рекламировать приватную криптогруппу. Там осталось очень мало понимающего тему народу, способного подождать пару лет и получить мегапрофит. Конечно, хомяки массово набегут, когда все полетит в космос. Но поезд уже уйдет. Те, кто внимательно слушал год с чем-то назад, уже поблагодарили и собрали профит. Не все, конечно, и есть мудаки, которые просто заработали 10 иксов и теперь поносный XBET рекламируют в своих соцсетях с примерно десятком подписчиков. С радости и халявы, принесенной моей головой. Мозги – это редкая штука, есть не у всех. Скоро никого к себе не пущу в принципе. Но максимум по сарафану участников. Мне требуется только стартовый капитал, дальше уйду в тень. Прекрасно понимаю, как все работает. И глобально пока еще ни разу не ошибся. И давайте скачивайте ролики по крипте. Подумаю все это удалить после окончания сезона. Чего-то не хочется ощущать паяльник в жопе от местных ментов. Всем добра, здоровья, процветания и денег.